Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим очень необычный вкусный десерт к чаю, который готовится очень легко, просто и быстро. При этом выглядит он очень оригинально и необычно. Так что, если вы хотите побаловать и удивить себя и своих близких, то приготовьте это довольно-таки простое и очень вкусное блюдо. Оно получается в меру сладкое, очень вкусное, сытное и полезное. Такое лакомство можно подать как на завтрак, так и на перекус. Очень полезное и вкусное. Итак, приступим к приготовлению. Для рецепта нам всего понадобится 1 килограмм творога, но сейчас в миску я отправила 700 граммов. Далее творог у меня жирный, домашний, можно использовать любой, даже магазинный. Далее к творогу я добавляю 2 яйца, 1 пакетик ванильного сахара и также буду добавлять сахар. Сахар вы можете добавлять по вкусу. У меня умеренно сладкая запеканка и я всего добавляю 4 столовые ложки. И далее хорошенько блендером все перебиваем до однородности, чтобы не было крупинок. Чем однороднее будет творожная масса, тем вкуснее получится. Если у вас нет блендера, можно перетереть творог через сито и все остальное замешать ложкой. Также получится отлично. Итак, вот такая консистенция у меня получилась. И теперь я просеиваю небольшими частями 120 граммов муки. Все хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков муки. Муку добавляем не сразу, а небольшими частями. Вот такая масса в результате у меня получилась. Очень нежная и однородная текстуры. Вот такая. Далее будем формировать. Для этого нам понадобится форма для выпечки диаметром 18 сантиметров. Дно и бока я застелила пергаментом и смазала растительным маслом. В глубокую тарелку я отправила 1 столовую ложку какао. Далее я взяла чайную ложку, смочила ее в холодной воде, ложкой набрала творожную массу и затем обваливаем ее в какао. Вот таким образом у нас получаются творожные шарики в какао. Так формируем все шарики. Сначала я выкладываю первый слой. Излишки какао обязательно стряхивайте, потому что будет, если слишком много какао, то оно может просто горчить. А если стряхивать излишки, то получится идеально по вкусу. Вот так вот я формирую все шарики и выкладываю первым слоем. И сверху просто выкладываем второй слой между шариками первого слоя. После этого в миску я отправляю еще 300 граммов творога, добавляю 1 яйцо и 1 столовую ложку сахара. Все перебиваем блендером до однородности. Если у вас нет блендера, то опять же и на этом шаге вы можете творог перетереть через сито и затем все хорошенько перемешать все ингредиенты. В результате вот такая нежная творожная масса у меня получилась. Я не добавляю сюда ни манку, ни муку, ни крахмал. И теперь просто сверху творожные шарики я покрываю белой творожной массой. И даже несмотря на то, что в верхний слой творожной массы мы не добавляли ни манку, ни муку, ни крахмал, она великолепно будет держать свою форму уже в готовом виде. Итак, аккуратно разравниваем, чтобы не повредить творожные шарики, которые у нас нижние слои. И теперь отправляем в духовку выпекаться при температуре 180 градусов 40 минут до слегка золотистого цвета сверху. Время выпекания может отличаться в зависимости от вашей духовки, так что смотрите на глаз. Далее я дала запеканке полностью остыть, потому что в горячем виде она довольно-таки нестабильная и очень нежная, и может разваливаться, если вы будете пробовать ее нарезать. После остывания я снимаю форму, снимаю пергамент. Выкладываю на тарелку, и вот такая красивая, пышная, высокая творожная запеканка у нас получилась. Выглядит очень аппетитно, потрясающе, сверху золотистого цвета. И давайте же разрежем и посмотрим, какая запеканка получилась в разрезе. Это очень интересно. Режется как по маслу, очень нежная, несмотря на то, что она у меня остыла. Подавать такую запеканку можно как в теплом виде, так и в холодном. Она вкусна в любом виде. И вот такая в результате творожная запеканка в разрезе у меня получилась. Посмотрите, какая она необычная. В разрезе выглядит очень оригинально. И я думаю, что никто из ваших близких и родных, в том числе и вы, не пробовали вот такую творожную запеканку. Выглядит очень необычно, я уверена, что всем очень интересно будет ее попробовать.
Запеканка получается диаметром 18 сантиметров, диаметром 6 сантиметров. После остывания запеканочка немножечко может осесть, и это нормально, ничего страшного, так и должно быть. Вот такая вот нежная творожная запеканка. По вкусу она умеренно сладкая, так что если вы любите очень сладкую творожную запеканку, добавляйте чуть больше сахара по вашему вкусу. Запеканка получается очень сытная, вкусная, прекрасно подойдет для того, чтобы подать ее на завтрак, перекус или полдник. Так что, дорогие друзья, если вы любите блюда из творога, обязательно разнообразьте свое творожное меню и попробуйте приготовить вот такую творожную запеканку. К тому же готовится она очень легко, просто, быстро, из самых простых и доступных ингредиентов. Сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Просто следуйте моему видеорецепту, и у вас точно все получится. Так что, друзья, если понравилось видео, обязательно нажимайте лайк, иначе его потеряете. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Заранее спасибо за ваши лайки и комментарии. Особенно спасибо всем за отзывы и за то, что находите время их написать. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!